Я живу в Татарстане, и у нас здесь есть такая история, как халяль маникюр или мусульманский маникюр, или татарский, если хотите. Хотя на самом деле маникюр этот изначально называется японским. Я сейчас буду рассказывать про тот вид маникюра, когда никакого покрытия нет, но ногти будут выглядеть очень блестящими, красивыми и здоровыми. Ну, собственно говоря, таковыми они и будут являться. Напишите в комментариях, кто знает, что такое японский маникюр Пишайн. Ну, на самом деле, Пишайн это как название шелак, то есть такое уже общее какое-то имя, а по большому счету это просто вид японского маникюра, когда ногтевая пластина заполировывается и напитывается разными специальными средствами, восками, маслами и так далее. Но у нас в Татарстане это стали выдавать за халяль маникюр, то есть за тот маникюр, который вроде как положен по священной книге, ну, либо дозволен. Но лично для меня, конечно, это все такие своеобразные лазейки, так скажем, или уловки в религиозных законах, когда люди придумывают, чтобы такое сделать, чтобы немножечко улучшить свою внешность. Но, с другой стороны, это, в принципе, неплохо. Почему бы и нет? Ногти выглядят ухоженными, являются после этого абсолютно здоровыми. И главное, что такой вид маникюра очень классно делать, если вы, например, решили на какое-то время отказаться от долговременного покрытия. Ну, и серии, чтобы ногти подышали, либо срастить и восстановить ногтевую пластину после каких-то неудачных манипуляций. Поэтому давайте приступим. У нас здесь будут специальные пилочки и бафики, специальные такие, как вам сказать, щеточки-полировщики. На самом деле процедура очень интересная. Раскрывать полностью ее исполнение и стратегию я просто не имею права, потому что есть сертифицированные инструктора, и, в общем, здесь не совсем как в комби-маникюре, это прям так все не рассказывается, но могу сказать, что научиться этому можно буквально за один день, это несложно, но спрос у клиентов на самом деле достаточно большой, потому что не только в мусульманских городах и странах, но и в любых других на самом деле есть спрос и потребность сделать натуральные, естественные ногти без покрытия вообще. Есть такая действительно категория клиентов, и точно так же можно эту услугу предлагать мамочкам, которые собираются обзавестись детьми, либо тем, кто в декрете. В общем, очень удобно, потому что снимать ничего не нужно. То есть заполировывается ноготь определенным образом, специальными инструментами, и начинает сильно блестеть так, как будто бы он уже покрыт лаком, там, базой или топом или чем-то. И выглядит это очень ухоженно и очень дорого. И часто спрашивают, а как вообще тогда это все снимать, как это будет отрастать. Снимать это не нужно, а отрастать это будет точно так же, как обычно отрастает гель-лак, то есть заполированная часть будет опускаться ближе к свободному краю. Как видите, ноготь уже начинает блестеть. Я замечу сразу, что я не инструктор по Пишайн, и под макрокамерой это было делать очень сложно, но вот у меня примерно такой результат получился, то есть ноготочек вышел очень-очень блестящим. Но у него есть нюансы такого маникюра, надо предупреждать клиентов, что такой маникюр может царапаться. Хотя, в принципе, царапаться может и любой другой топ. Конечно, механическое воздействие, от него никто не застрахован. Но, в общем и целом, считаю, что услуга достаточно интересная, блестит очень здорово.